Вы на канале «Это вкусно». Представьте себе нежный, тающий во рту торт, пропитанный заварным кремом. Именно такой наш сегодняшний герой – торт «Мокрый Наполеон». Получается торт в меру сладким, нежирным и очень вкусным. Для его приготовления не требуется специальных навыков, вам не понадобится даже миксер. Список всех ингредиентов вы найдете в конце видео, а я начну готовить. Первое. Готовлю тесто для коржей. В миску для замешивания я отправляю белки и добавляю к ним сахар. В тесто для коржей я кладу только белки, желтки оставляю на крем. Хорошенько все размешиваю, пока сахар не начнет таять. Взбивать ничего не нужно. Размешиваю примерно до такого состояния. Добавляю сметану. Перемешиваю. Добавляю сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры. Тщательно вмешиваю его в тесто. Теперь в 3-4 приема ввожу муку. Каждый раз хорошенько размешиваю, чтобы не осталось комочков. Когда венчиком становится тяжело вымешивать, беру лопаточку. В самом конце вымешиваю тесто на столе. Муки можно добавить по необходимости, но только немного. Тесто должно оставаться мягким, поэтому не нужно чрезмерно забивать его мукой. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Вот таким тесто должно быть. Допустимо, чтобы оно совсем немного липло к рукам. Потому что сейчас я буду делить тесто на 15 коржей и каждую часть буду подкатывать и округлять, а для этого понадобится еще немного муки. Формирую из теста колбаску и отрезаю кусочки. Чтобы коржи получились одинаковые, я пользуюсь весами. Каждый кусочек теста примерно 58-60 граммов. Я его округляю, подкатываю Теперь все нужно убрать в холодильник. Крышку от пластикового контейнера застилаю пищевой пленкой, присыпаю мукой и раскладываю заготовки. А сверху накрываю контейнером. Всю эту конструкцию убираю в холодильник на час-полтора. Выпекание коржей. Прошло около 2 часов. Духовку я заранее разогрела до 200 градусов. Беру тефлоновый коврик, присыпаю его мукой, достаю одну заготовку и раскатываю очень тонкий корж. Если нет тефлонового коврика, можно раскатывать тесто на пергаменте. Так делать очень удобно, потому что вы переносите корж на противень сразу на пергаменте или на коврике. Не обязательно раскатывать тесто идеально ровно, потому что я буду вырезать круг. Вот такой тонкий корж получился, через него даже просвечивается коврик. Беру крышку от сковороды диаметром 26 см, кладу ее на корж и ножом для пиццы выравниваю края. Это очень удобно. Обрезки я убирать с коврика не буду, только немного их отодвину в сторону. Они запекутся и пойдут на присыпку торта. Обязательно прокалите корж вилкой, чтобы он не вздувался при выпечке.
Переворачиваю противень и переношу на него корж вместе с ковриком. Это очень удобно. Ставлю корж выпекаться. А тем временем готовлю второй корж на другом коврике. Если обрезки у вас совсем маленькие, их можно собрать, а потом раскатать и выпечь отдельный корж для присыпки. Делайте так, как вам удобно. Коржи выпекаются очень быстро, 3-5 минут. Это зависит от вашей духовки и толщины раскатанного теста. Коржей получилось 17 штук, так как я отдельно выпекала еще 2 коржа из обрезков. У меня на канале есть рецепт самой знаменитой рождественской выпечки. Это штолен. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу или пройдя по ссылке в описании под этим видео. Готовлю заварной крем. В кастрюлю выливаю молоко и ставлю на плиту. Желтки перекладываю в миску и всыпаю сахар. Венчиком хорошо растираю массу. Взбивать ничего не нужно. Масса довольно густая, поэтому я возьму примерно полстакана молока из кастрюли, оно как раз стало теплым, и долью в миску. Размешиваю. Сахар быстро растворился и смесь стала однородной и гладкой. Частями всыпаю муку и хорошенько размешиваю венчиком, чтобы не было комочков. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять эти рецепты. И нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Готово! Молоко практически закипело, понемногу добавляю его к массе и перемешиваю, чтобы все равномерно прогрелось. Этого достаточно. Аккуратно выливаю все в кастрюлю с молоком. Тщательно перемешиваю венчиком до тех пор, пока смесь не дойдет до кипения и не начнет немного густеть. Это нужно делать, чтобы крем не подгорел. Сразу предупреждаю, что этот крем не будет сильно густым, его консистенция напоминает нежирную сметану. Так и должно быть. Классический заварной крем гораздо гуще. Варю крем 5-6 минут после закипания при постоянном помешивании. Выключаю плиту и в горячий крем добавляю частями сливочное масло. Перемешиваю. Убираю его в прохладное место для остывания. Смазывать торт нужно кремом комнатной температуры. Он не должен быть холодным. Так лучше пропитаются коржи и не нужно будет много крема. Так что оставлять крем до утра не вариант. Сборка торта. На корж выкладываю по 3-4 столовых ложки остывшего до комнатной температуры крема и хорошенько смазываю корж при помощи лопаточки. Не нужно лить много крема, равномерно промазываю весь корж. Конечно, немного крема будет стекать, ничего страшного в этом нет. Накрываю следующим коржом, немного прижимаю и снова смазываю кремом. Вот так, корж за коржом получился вот такой тортик. Обычно сверху я надеваю разъемное кольцо. Так края у торта получаются идеально ровными и он не будет сильно проседать. Накрываю пленкой и ставлю в холодильник на ночь. Утром из оставшегося для присыпки коржа делаю крошку. Я обычно ломаю корж руками, а затем скалкой продавливаю его на пергаменте.
Можно сделать крошку еще меньше, но я люблю, чтобы были разные кусочки. Достаю торт из холодильника, снимаю кольцо. Вот такие ровные края получились, а крема вытекло совсем немного. Смазываю края оставшимся кремом, чтобы лучше пристала крошка, и посыпаю торт. А бока присыпаю при помощи кусочка пергамента. И вот такой тортик получился. С виду он небольшой, но его вес получился 2 килограмма. Давайте резать и пробовать. Идеальный вкус, в меру сладкий, нежирный, тающий во рту, настоящий мокрый Наполеон. Если вы никогда не пробовали такой торт, настоятельно рекомендую. Это один из самых любимых рецептов выпечки моей семьи. Для торта весом 2 кг понадобилось для коржей 3 белка, 120 граммов сливочного масла, 180 граммов сметаны, 80 граммов сахара, 400-450 граммов муки. Для крема 3 желтка, 320 граммов сахара, 80 граммов муки, 180 граммов сливочного масла, 1,5 литра молока. Готовьте и наслаждайтесь! Мои любимые рецепты новогодней выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!